Нацисты в Третьем рейхе пытались возродить цивилизацию ванов, ариев. Все ужасы нацизма вполне вписываются в традицию ариев. Они практически уничтожили асуров не только как цивилизацию, но и просто физически. Число жертв вторжения ванов было не меньше числа жертв Холокоста. Кроме того, нацисты пытались воссоздать расу господ, так как ваны именно господствовали на планете. Основным направлением деятельности нацистов было возрождение генома ванов с помощью евгеники, селекции на основании внешних признаков. Сам орден СС был задуман как отряд истинных ариев, отобранных на основании составления родословных. На всех оккупированных территориях нацисты собирали детей с внешними признаками, подходящими под описание арийцев. Кроме того, расовый отдел создал программу «Фонтаны рая». Строились центры размножения, в которых собирали женщин с хорошей родословной. С фронта специально отзывали в командировку эсэсовцев, прошедших расовые проверки, чтобы они оплодотворяли этих женщин. Кроме того, на заключенных в концлагерях женщинах опробовались методики искусственного оплодотворения. Нацисты хотели собирать сперму, не отрывая мужчин от фронта. Цивилизация ванов, которую нацисты пытались скопировать, была цивилизацией господ. Сами ваны не работали и ничего не производили, но заставляли работать на себя рабов-варваров, находящихся на низком уровне культуры и технологий. Необходимые машины и оружие ваны получали у своих хозяев, йотунов. В расе ванов нет семей работников, первая каста, и посредников, вторая каста. Зато есть семья механиков, предназначенных для настройки и ремонта технологий йоту. Это высококлассные специалисты и технологи, способные организовать высокоточное производство, которым всегда славилась Германия. Нацисты использовали магические технологии, медитативные техники, чтобы получить готовые чертежи древних машин. Если асуры были изобретателями и учеными, создавшими собственные технологии, отличные от технологий йотунов, то ваны ничего не изобретали, а копировали чертежи с помощью медиумов из группы Тули. Во главе этого направления стояла медиум Мария Оршич. В ее группу входили специально отобранные женщины-медиумы, которые принадлежали к магическим семьям расы ванов. Эти женщины, наведенные на цель магом, считывали техногенную информацию из ментального тела Земли. Однако некоторые вещи, связанные с технологиями древних, инженерам того времени были в принципе непонятны. Даже получив достаточно точные чертежи, группа Оршич не смогла дать понятные ученым объяснения принципов работы двигательной и энергетической установок Виман. Не смогли ученые Германии воспроизвести и оружие древних, поэтому двигательные и энергетические установки нацистских Виман были построены на уровне знаний, существовавших в то время. Постепенное изучение чертежей и построенных моделей аппаратов позволило инженерам приблизиться к принципам, лежащим в основе древних технологий. К разработкам привлекли и заключенных в концлагерях еврейских ученых, асуров, что позволило продвинуться в исследовании энергетического и двигательного устройства. Отдельную категорию представляли собой созданные ученым-самоучкой Виктором Шаубергером устройства. Интересно, что трое ученых, обладавших способностью считывать информацию из ментального тела Земли, воплотились в один и тот же период. Константин Циолковский в России, Никола Тесла в Австрийской империи, как и Мария Оршич, Виктор Шаубергер в Германии. Эти ученые значительно продвинули технологии своего времени, породив множество загадок, так как их работа базировалась не на исследованиях и экспериментах, а на способности считывать уже готовые технологии, записанные в сознании Земли. Они понимали их интуитивно и не могли увязать с существующими теориями. Тесла создал лучевое и электрическое оружие, которым можно было бы вооружить Виману. Циолковский разработал идею реактивного движения в космическом пространстве, однако не смог воспроизвести необходимый для такого аппарата двигатель.
Двигатель разработал Виктор Шаубергер, но у него не было необходимого источника энергии. Нацисты создали идеальные условия для ученых с таким нестандартным подходом, разогнав академическую науку. Но Гитлер в преддверии войны запретил тратить силы на долгосрочные проекты и этим перекрыл сразу несколько перспективных направлений исследований. Кроме того, Циолковский оказался в Советской России, Тесла в США, а Виктор Шаубергер в нацистской Германии. Период, соответствующий Второй мировой войне, содержит несколько временных развилок, породивших миры с различным течением исторических событий. В результате многие события этого периода не имеют однозначного толкования. Несмотря на полную капитуляцию Германии, так и неизвестно, был ли полностью уничтожен Третий рейх, погиб ли Гитлер, полностью ли были ликвидированы наработки нацистских магов. Чем закончились попытки создать чудо-оружие, тоже остается тайной. Существует множество версий и конспирологических теорий, указывающих на наличие параллельных миров с альтернативной историей. Возможно, Третий рейх уцелел в каких-то мирах, и там удалось завершить создание научных проектов. Может быть, в нашем мире уцелела база 211 в Антарктиде, на земле королевы Мод. За время войны нацисты построили в Европе многокилометровые подземные тоннели. Многие источники утверждают, что во время тибетской экспедиции под руководством Эрнста Шефера нацисты получили карту, на которой были указаны входы и наиболее крупные пещеры подземного царства Агарати. Можно предположить, что построенные нацистами подземные базы имели связь с Агарати и были расположены недалеко от входов в пещеры. Базы, оснащенные железнодорожными путями, похоже, были просто грузовыми терминалами, через которые материалы и оборудование переправлялись в пещеры. Может быть, таким способом осуществлялась торговля с обитателями подземного мира. Отступая, нацисты взрывали входы в эти многоярусные подземные сооружения, но при этом не исключено, что гарнизоны или экипажи бункеров оставались на освобожденных союзниками территориях. Есть вероятность, что базы были связаны между собой длинными железнодорожными тоннелями, замаскированными тайными входами. Считается, что строивших подземные бункеры заключенных из концлагерей уничтожили по окончании строительства, но вполне возможно, их оставили работать на подземных заводах. Так, после официальной победы коалиции союзников над нацистами, попавшие в рабство люди, оставались живыми и продолжали работать на подземных базах. Метод уничтожения заключенных в нацистских концлагерях не позволял определить количество убитых. Поэтому судьба большого числа людей, считающихся уничтоженными, может быть неизвестной. Кроме того, многие немецкие специалисты, ученые, инженеры и высококвалифицированные рабочие, а также оборудование, награбленные нацистами сокровища, в конце войны исчезли. К моменту капитуляции у немцев была целая флотилия больших транспортных подводных лодок, носивших название «Конвой фюрера». Они перебрасывали грузы и персонал в Антарктиду на базу 211 и в Аргентину, где существовала большая немецкая колония. Известны различные версии, повествующие о судьбе экспедиции ВМФ США под руководством адмирала Берда в Антарктиду в 1946 году. Эта экспедиция, видимо, имела целью уничтожения нацистской базы 211 и состояла из боевых кораблей, включая авианосец и подводную лодку. По прибытии эскадры на место, видимо, произошло сражение с лиманами нацистов, закончившееся для американской эскадры потерей нескольких кораблей и большого количества самолетов. Якобы после этого адмирал и его офицеры вступили в переговоры с руководителями базы и подписали какой-то договор. По крайней мере, существует несколько конспирологических версий этого события. Все сказанное выше позволяет предположить, что история Третьего рейха, существовавшего явно и открыто, плавно переросла в историю Четвертого рейха, существующего, по крайней мере, в умах конспирологов и, возможно, в каких-то параллельных нашему миру исторических линиях.